Всем привет, дорогие мои девочки! Готовлюсь выезжать к своей булочке, своей Викусечке. Так, вернулись уже, по делам съездили. Ну, по делам каким? Массимо ездил делать педикюрчик. Ухаживать за собой маленько ездил Массимо. Заставляешь еле-еле. Пойдем, пойдем, пойдем. Он сейчас снова начал работать, девочки. Опять в хлебопекарне. Да, и я начала немножко работать. Ну так, 2 дня. Ой, то сейчас вот везу кусочки пиццы. Вот такие большие, треугольные для Миланы. Снабжает теперь всю семью пиццами, хлебом, булочками. Маленькими вот эти панины, которые розеточки называются здесь. Такие, представляете, этот хозяин им дает каждому вечером. После работы дает каждому хлебушек. Дает или по 6 вот этих розеточек, или 1 килограмм хлеба. Это, я считаю, просто настолько человек должен быть, ну, добрым, уважающим свой персонал, что, ну, там я не говорю, что у него 10 человек работает, но, тем не менее, по сравнению есть просто с чем сравнить. По сравнению с той хлебопекарней, где он работал вот рядом с домом, а это тоже рядом, но чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше, не очень далеко. И по сравнению с этим, который продавал свои хлебушки, все, что ты покупаешь даже для персонала, он никакой скидки им не делал, а все продавал. И поэтому, да, я могу сказать, что это просто находка, девочки. Здесь бесплатно никто ничего не дает, чтобы вы знали. Бесплатно здесь, в Италии, тебе никто ничего не даст. А еще, что мне очень понравилось в этой новой пекарне, где он сейчас работает, что ему на 2-й день сразу сделали контракт. Пусть сделали на минимальные часы, то есть на 4 part-time сделали. Аспетта. И что мне нравится, он работает же, да, там, и, короче, рассказывает. Он говорит, все, что остается не продано. Они еще делают первые блюда, ну, вот всякие там макарошки, не знаю, с соусом заправленные. К обеду так вот такое делают. И то, что все остается, они все это выбрасывают. Если тот первый хозяин, не то, что первые блюда у него были, а хлеб даже черствый, с плесенью, скажу вам по секрету, заставлял его перемалывать и делать из него панировочные сухари. Я была, конечно, в шоке, когда он мне эти все фотографии предоставлял, показывал. Вот. А здесь нет. Черствый хлеб выбрасывают. Все, что не продается, вот так раздается. Поэтому он вечером уже перед закрытием пиццу, если остается пицца, вот эти всякие панированные с рисом, с вермишелью, спагетти, которые они вот делают, такие всякие фрителла называется. Не пиццерию, а магазин они закрывают, и, в общем, все, что остается, разбирают между собой. То, что не надо, выбрасывается, конечно. Но Массимо говорит, я видел, сколько они выбрасывали вот этих картофельных клёцок. Наверное, говорит, 2 килограмма. Ну, а куда ты их столько возьмешь? Я говорю, как жалко, надо бы нуждающимся. Ну, у меня первое сразу идут нуждающиеся, кому нечего просто есть. Да, здесь и везде это есть. Не каждый себе может позволить купить даже ту же пиццу. В общем, у нас наша родня уже вся наелась. Они уже говорят, мы уже не хотим каждый вечер есть пиццу. Поначалу так вроде бы поели. Ну и что? Давай, проезжай.
девочка проезжала, было очень узко. Это самая ужасная дорога здесь. Было очень узко, я ей помогла, я говорю, проезжай. Помогла ей проехать. Мне это здесь было видно, а ей там машина побольше и немножко хуже видно. Вот так вот, девочки. Так что он приносит. Я-то это все не ем. А внизу там мама его, племянники, сестра, брат. В общем, разбирают каждый вечер. Все, что Массимо приносит. Вчера я ему уже говорю, дай-ка, говорю, это, Милане отвезу тоже 2 кусочка пиццы. Вот он мне принес, и я ей их сейчас везу. Такие маргариты большие. А что сейчас закинет в духовку, она и подогреет. Они станут такие хрустященькие, вкусненькие и с удовольствием поест. Еще купил он по дороге, когда мы домой ехали, купил моцарелки маленькие. И бесплатно ж ему дали творог. Когда берешь около килограмма, больше килограмма моцареллу, то они дарят упаковочку творога. Вот, то сейчас вот везу и моцарелку ей немножко, и пиццу везу, и Викуле везу творожок. Посмотрим. Но она уже ела творожок. Ну, вот это как раз свеженький. Сейчас ей его и скормим. И я, девочки, тоже опять начала немножко подрабатывать. Ну, потому что, знаете, да, тяжело, очень тяжело. Уже у меня заканчивается. Ой, карабинеры стоят. Боже мой. Карабинеры стоят. Сейчас они меня как увидят, что у меня телефон. Ну, хоть он у меня включен, он же у меня не в руках. Ну и что? Сейчас, кстати, они сделали закон у нас наконец-то. Кто курит, телефон в руке, что-то еще. И забирают права. Вот. И это уже в действии с... Не 2000, а, по-моему, 1000 евро. Да, и сейчас это уже вступило к Новому году, что будет... К Рождеству даже, что будет твориться, я даже не представляю просто. Да. Наконец-то они это сделают, потому что невозможно, каждый второй едет с телефоном, вот так разговаривает, прям вообще разговаривает в руке или пишет сообщение, не кладя его куда-то там. Ну это ж ненормально, это, во-первых, опасно, во-вторых, ну нельзя так ездить. Я-то что, вон поставила его, смотрю на дорогу, он меня записывает, да? Я вообще не виновата нигде. Конечно, сейчас происходит... Я уже, кстати, давно очень не делаю эти... В салоны не хожу, не делаю уже после всех этих моих реакций, не реакций, всего же... Да и вообще ногти у меня очень испортились, и ломаются, я уже не делаю. Крашу бесцветным, да и все. Пока так мне не надо, думаю... Примут меня везде, тем более я начала немножко подрабатывать, то надо, чтобы мои руки мне не мешали. Не мешали и работать, и вообще. И Викусю лучше щипать, чтобы мне было, мою Викусю. Ой, такая смешная, она столько всего нового делает. И вот так она смеется. Мы, наверное, так делаем, когда с ней разговариваем. Викуся, так щуримся. И она точно так же начала щуриться, когда начинает смеяться или что-то. В общем, такая шкодина становится вообще. Балдеем каждую секундочку с ней. А, что я еще заметила, девочки? Мы ходили в воскресенье, мы ходили вот на эту новогоднюю поздравление, там новогодняя, что было? Новогодняя сказка для детей, в общем, в дворец Деда Мороза. Ну, это для детей. Ну, и для Викуси, в общем, она хоть и мало чего понимает, но она любознательная у нас. Она все любит смотреть, ничего не боится, ни темноты, ни страшных всяких эпизодиков. По мне так они страшные. Которые вот переодетые там были, я сама на них так смотрела, думаю, господи, как можно это детям показывать, но тем не менее она не боялась, даже трогала его. Вообще, вы посмотрите, там
Дед Мороза один ребенок так плакал. Он говорит, нет, он живой, нет, он живой, он живой. Ну, взрослый был ребенок, наверное, лет 5 ему было. Он, знаете, как орал у отца на руках. Надо было пройти, да и чтобы дойти до него, там миллион инстанций, миллион этих комнат надо было пройти, украшенные, где животные украшены. Ну, животные, я имею в виду эти искусственные. Вот, и надо было до него дойти еще, до этого Дед Мороза. Очередь огромная, чтобы сфотографироваться. В общем, и что? Этот ребенок так плакал сильно, а родители же хотят сфотографироваться как бы на память. Дед Мороз и ребенок их. Дед Мороз, который тебе подарок. Вот, ты же ждешь подарок. Суть вся в чем? Ты же ждешь подарок. Вот он сейчас перед тобой сидит. Он, бедный, весь уревелся, урыдался. Нет, нет, он настоящий. Он настоящий. Я не хочу. Он настоящий. Он живой. Он так делал, бедный. Он живой. Я не хочу. И орет, и прям лезет на своего папу. Ну, таких родителей я тоже, конечно, не понимаю, что вот он орет, еще надо его на руки Дед Мороза посадить. Это ж какой бедный, какой ребенок получает стресс. Посадить насильно на руки Дед Мороза, вот таким орущим, плачущим его. Сфотографировать нам надо этот Дед Мороз, понимаете? Ну, просто, я не знаю, бред какой-то, я считаю. Тут наша идет Викуся, такие глаза у нее, все вот так, вот так. Ну, вот это у нее еще новое тоже сейчас. Она так делает. И у нее получается, знаете, у нее получается свист вовнутрь. Она так... И у нее со свистом все получается. Так смешно тоже бывает. Она вот так сделает удивительную свою эту мимику. И вдыхает в себя воздух, и у нее получается свист. И она вот таким лицом, а потом вот так делает, когда ей уже смешно бывает, уже вот так смеется, прям глазами смеется. Дед Мороз села к нему, знаете, она на него вот так смотрела, трогала его, даже уходить не хотела. И он говорит, Дед Мороз ей говорит, ну это мне Милана сказала, я же ее снимала снаружи, нас всех не запускали. Говорит, ты хочешь со мной здесь остаться? Да, она сидит довольная. Пообщалась 2 секунды лишние там, которые уже нас выпроваживали, потому что время – деньги. 5 евро стоит сфотографироваться с Дед Морозом. Так что, ну, очередь была большая, поэтому все было быстро, оперативно. И тут же выдавалась фотография. Конечно, это забавно, очень интересно. Вот, и она ничего не боялась, она никого не боялась, никаких персонажей. Там такой один был вот и косоглазый какой-то, я даже не знаю, как его зовут, но она его даже трогала. Вот так трогала, довольная была, счастливая была, вся в эмоциях была такая вообще. И разговор-то к чему пошел, я ж вам что хотела сказать вообще-то. Так вот, разговор пошел к тому, что мы стоим в очереди, значит, ну, естественно, там детки маленькие, большие, всякие. И одна тоже на руках у своей мамы, такая вся никакая, сосочка. Еще вот у нас, я считаю, это счастье, что Викуся не привязана к соске. Не привязана к соске, потому что она ее держит во рту только когда спать надо. Все. Вот это я считаю просто, не знаю, как это у нас так получилось хорошо, потому что она ей никогда не нравилась. Ей давали мы ее только когда она плакала. А так все остальное свободное время она как-то мы с ней общались. И все, и не было такой необходимости запихивать ей соску. Хоть Милана и рано прошла, перестала кормить. Ну, вы знаете, там это все связано со мной. Вот, и у этого ребенка, значит, соска во рту. И я в один момент вижу, она вытаскивает с кармана такой тюбик маленький.
вытаскивает ее соску, что-то я туда капнула и в рот обратно запихнула. И разговаривает с нами, ну, с ребенком, с Миланой, сколько ей, 9, а нам 8, ой, ну вот, это наша вовсю, вся там, ну, вы знаете, как она умеет делать, и ногами, и руками, вся в эмоциях, вся, глаза даже разговаривают у нее. И, значит, а этот ребенок сосочку эту сосет, и вот как спящая красавица, в общем, вялая, хочет плакать, не плачет, капризничать, не капризничать, ну, вот такая вялая, в общем. Я потом забыла, и на следующий день Милану спрашиваю, я говорю, Милана, а что она, кстати, ей за капельки, говорю, вытащила, что от десен, думаю, от зубиков? Нет, мама, это успокаивающие. Да, здесь мамаши без этих капелек не живут, они все подряд своим детям капают эти капельки. О, боже мой, а зачем? Ребенок же не плакал. Ну, вот так, чтобы вообще не плакал, чтобы даже и не начинал плакать. Чтобы у него даже и желания не появилось заплакать. В общем, я, конечно, была в легком шоке. Потому что здесь, оказывается, это вот очень даже практикуется с маленькими детьми, давать им капельки, вот такие как бы успокаивающие. Милана и просыпается, и ночью дает ей кушать. Она говорит, хоть ночью, она же днем не ест нормально молоко. Ей нравится все такое вот, то, что едят со стола. Она с рождения очень плохо ест это молоко, я вам тоже рассказывала, девочки. Но мы меняли молоко, и все равно одно то же самое. Получается, что она его просто не любит. Она любит куски, она хочет куски, она вот прям, ну я не знаю. Но ночью Милана встает и делает ей молоко, и она его пьет. Она может 2 раза его попить за ночь, может 1 раз попить за ночь. Все зависит от того, как она вечером заснула. Если пораньше заснула, значит 2 раза будет просыпаться. А может нет. Ну, в общем, как получится. Вот. А тут они, значит, еще и удивляются. Она говорит, мне всегда удивляются, когда я говорю, что она ночью просыпается. Да? Как это так? Вот ты не даешь ей капельки? Нет, не даю. Зачем я ей должна капельки давать? Ребенок растет, развивается как положено. Хочет, плачет, не хочет, не плачет, пищит, орет. Все, что должен делать ребенок. Ну, как-то даже нас начинает беспокоить, когда она молчаливенькая какая-то. Да, а тут, когда она прям вся это все нормально. Я считаю, ребенок должен расти естественно. Ребенок должен плакать, ребенок должен играть, ребенок должен все эмоции, все, что он переживает, все, что он встречает, он как-то должен учиться их передавать. Вот она хочет встать, она и вот так себя, не то, что она там будет лежать и вяло там что-то мяукать или пищать, или что-то делать. Не, ну, я не знаю, я против этих капель, конечно, успокаивающих. Да, она, правда, сейчас мажет гелью. Да, пожалуйста. Мажет гелью для десен, и все. И очень-очень редко дает ей эту ромашку. Чай ромашковый. И то я ей напоминаю, когда она говорит, мы вчера ночью не спали, она так нервничала, она так беспокойная была. Я говорю, почему ты не сделала ромашку? Она говорит, я забыла вообще про нее. Ну не забывай, давай ей иногда пить эту ромашку. Ну вот так вот, видите. А тут вот так. Без капель жизни никакой нет у других и почти у каждой мамаши, у кого есть новорожденный ребенок. То есть до года ребенок. А может и потом дают, я даже не знаю. Ой, сколько я вам всего наболтала, девочки и мальчики, опять сегодня. И опять с машины, и опять за рулем. Да, многие, есть у меня некоторые добрые люди, которые мне начинают: все время в машине. Вы что, кроме машины ничего не видите? Вы реально так говорите мне? Вы реально так думаете, люди? Вы что? Зайдите на канал, пересмотрите все видео и потом пишите свои возмущения. Ну, мои девочки поняли, к кому я обращаюсь. Я их блокирую моментально. Просто даже вот, ну, на самом деле, девочки,
Да, я за рулем, я еду, вот я вам поболтала, рассказала. Будет момент, я вам расскажу все из дому, все, что надо. У меня просто нет времени сесть за стол и вот это все рассказать за столом. Я вам лучше покажу Викусю мою и еще что-нибудь, что я делаю. А так, когда я ничего не делаю, просто еду, вот действительно, да, и мне хочется что-то рассказать. Почему не рассказать? Ну, в общем, кто понял, тот понял. Буду заканчивать свое видео, дорогие мои девочки. Не знаю, будет слышно хорошо или нет, потому что наушники забыла дома. И на этой ноте, не так кричу громко, на этой ноте хочу всем пожелать хорошего дня, дорогие мои девочки и мальчики. Не болейте, будьте счастливы. Желаю всем хорошего, добрейшего дня. Будьте здоровы, не болейте. Желаю каждому из вас всего самого хорошего. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Здесь скоро Рождество. Пусть у каждого исполнятся ваши все желания. Даже малейшие какие-то пожелания, если у каждого есть что-то изменить, дай Бог, чтобы у вас это все получилось. Ну, а я с вами прощаюсь, обнимаю каждого. Спасибо вам огромное всем за поддержку. И до новых встреч, дорогие мои. Пока-пока.